В этом видео вы узнаете о том, как не утонуть в скуке на первом свидании, если что-то пошло не так. Давайте разберемся, почему может быть скучно. Часто бывает, что женщина сама настолько скована на первом свидании, что ведет себя не совсем естественно. Почему это может быть? Могут быть завышенные ожидания, например, важность большая, чтобы обязательно все было так, как хочется. Не хочется разочароваться, и от этих завышенных ожиданий тело сжимается. Может быть, у вас нет общих точек интереса, или вы не смогли еще найти. Посмотрите, а вы много им интересовались? Попробуйте развернуть это максимально в удобное для вас русло. Позадавайте ему много вопросов. Мужчине. Чем ты занимаешься? Где ты любишь проводить время? Какой ты был в детстве? Есть очень-очень много интересных вопросов. У меня есть гайд на эту тему, где я собрала исследования других известных психологов на эту тему и даю вам в подсказку большое количество вопросов, которые помогают людям сблизиться и влюбиться. Были эксперименты с этими вопросами, они дают потрясающий результат. Вы можете написать мне лично и спросить у меня этот гайд. Я его вам пришлю. Так что ваша задача, если вам скучно, попробуйте сами позадавать вопросы. Если человек начинает вам отвечать в ответ и вам совсем не нравится, совсем не интересно, то пожалуйста, не мучайтесь скуки. Не сидите просто потому, что сложно отказаться и уйти. Вставайте и уходите, это нормально. Люди не должны тратить друг на друга время, если им не по пути и нет ничего общего. Но просто уходите красиво. Скажите ему: знаешь, как-то мы не сходимся характерами, что-то мне не подходит, я не хочу тебя обидеть, ты замечательный парень, но однажды я услышала фразу подходящую, очень интересную: ты не мой фасончик. Она обидная. Ваша задача найти этот смысл, найти форму для него красивую, подходящую. Лучше всего, если вы будете уходить без какого-то выдуманного предлога, а прямо сказав ему о том, что вам не интересно вместе, извини, мы не подошли друг к другу. Я почувствовала, что у нас не будет продолжения, поэтому ты не обижайся, но мне сейчас лучше уйти. Я приняла для себя такое решение, я чувствую, что не откликается. Продолжения не будет, я пойду. Немножко хуже, если вы придумаете какие-то причины, предлоги. Ой, срочно нужно бежать. Так часто делают люди, и мужчины так часто делают. Согласитесь, когда мужчина так сделал бы по отношению к вам, вы бы почувствовали, что это выдуманный предлог, и это оставляет неприятный осадок. Зачем оставлять неприятный осадок у вашего компаньона? Он же не виноват, что он вам не подошел. Он не обязательно должен вам подходить. Он замечательный, возможно, человек, просто не ваш формат. Кстати, фасончик удобно заменить на слово формат. Извини, но мы не формат друг друга. Уже звучит не обидно, согласитесь. Итого, не терпим скуку, но если проблема в вас, вы немножко сжаты, неестественны, то начните им интересоваться и задавать вопросы. И тогда, возможно, завяжется у вас какая-то интересная беседа, и эта неловкость, скука из-за неловкости пропадет. Если вам было полезно это видео, подписывайтесь на канал. Добро пожаловать ко мне в читатели, слушатели, зрители. Ставьте лайки, если было интересно. И если есть вопросы, смело пишите их в комментариях, потому что я читаю абсолютно все комментарии и отвечаю на ваши вопросы. До встречи в новых видео. Пока!